Привет всем! Буду с вами делиться тем, как я делаю пуансентии из бумаги с применением вот такого вот ножа от фэнтези пуансентии 2. Буду делать пуансентии 3 разных размеров. Побольше, средний и маленький. Вот с такой вот сердцевинкой. Вот такие вот получаются цветочки из этого ножа. Для этого понадобится в первую очередь ножи для вырубки пуансентии 2. Акварельная бумага, которую мы будем окрашивать, чтобы получить такой цвет. Буду использовать 2 вот такие вот краски. Кисть, вода, ну и глиттер для серединки. Окрасили, теперь буду сушить феном для эмбоссинга. Знаете, что я не очень люблю, потому что бумага пересушивается, но в этом случае, чтобы сохранить именно цвет, потому что смешивали 2 краски, нужно будет просушить, чтобы все не ушло, прям немножко, не до полного высыхания. А так вот, чтобы вот эти вот все разводы, они немного закрепились. Так вот, немного видно, что краска уже не течет, но бумага не пересушена. Она мягкая. И теперь просто водой, вот из пульверизатора, можно кисть смачивать, спрыскивать. Немного будем, потому что получился вот такой вот как кровавый цвет. И вот немного от этого будем уходить. Вот получается немного вот так вот сбрызгиваем. И снова просушиваем. Не до полного высыхания, а немного закрепляем наши разводы. Вот. Закрепление немного пошло, но лист не пересушен. Снова спрыскиваем. При необходимости можно
распределить. И оставляем пока под естественную просушку. Так, прошел час, руки немного отмылись. Листок наш немного подсох, но еще вот середина, где больше, вот она еще блестит. Немного брызгаю снова воды. Получается вот такие вот. Еще подсмываем и оставляем еще на час-полтора. Лишнюю воду можно убрать салфеткой. Вот, немножечко подобралась. Цвет уже более красный, чем кровавый. На другой стороне тоже постепенно она окрашивается, что нам и нужно, чтобы с двух сторон было окрашивание. Пусть это высохнет. Вот, оставляем. Так, прошел еще час, уже подсыхает, и делаем разводы. Смачиваем кисть в воде обычной и начинаем вот так вот над нашей заготовкой вот получается вот такие вот разводы. И оставляем еще сохнуть. Несколько слоев складываю. Вот такой вот у меня есть крючок. И делаю
прожилки. нас получился самый большой цветок пуансентии. Теперь будем собирать средний.